Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что будет в вашей личной жизни дальше? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что у вас сейчас происходит в жизни. Так. Вот как-то, знаете, почему-то мне сразу идет информация, что вы как будто вот то ли за что-то боретесь, что-то отстаиваете. Вот вы какой-то по жизни, вот то ли вы правдолюб, то ли вы, знаете, вот один против толпы можете идти. Даже вот свою точку зрения вы будете и десятку человек рассказывать, доказывать. Вот как-то вот бесстрашный такой, что ли. Вы не боитесь один против всех идти, да, вот со своей правдой какой-то. Вас жизнь очень сильно закалила. Вы, ну, я думаю, наверное, последнее время, ну, может быть, у кого-то это годы, у кого-то месяцы, более жестким, что ли, стали, да, вот, может быть, у кого-то даже характер стал более такой вспыльчивый, жесткий, да, нервная система может шалить, нервишки барахлят, шалят, да. Вы такой человек, очень ориентированный на свою работу. Вы, в принципе, любите свою работу, вы любите то, чем вы занимаетесь. Вы многим даже помогаете, я бы сказала, да, но в то же время вот вы такой палец в рот не клади. Вот вы, если что-то вбили себе в голову, то вы будете идти напролом, будете доказывать. У вас еще даже, я бы сказала, аналитический склад ума. Вы прежде чем что-то сделать, вы 100 раз подумаете, обмозгуете все хорошенько. Вы не будете рубить с плеча и делать что-то такое, о чем потом можно пожалеть. Так, что еще у вас проигрывается в вашей жизни? Так. У вас была женщина, да? У некоторых проигрывается, что даже ребенок, у вас есть ребенок, но сейчас вы с этой женщиной не вместе. Женщина-манипуляторша, которая очень сильно, и, я думаю, длительный период, которая вот вела веревки именно из вас, да, вот, но настолько она манипулятор по жизни. У вас, да, у вас по башне, у вас разрушение произошло с этой женщиной. Какой-то период вы страдали, переживали без нее, вам реально плохо было, да, и вот именно после этого скорее вы и обозлились. Вот видите, как все четко сейчас разложилось. Именно после вот этого вот конфликта вашего, после расставания, жизнь вас и потрепала, и закалила, если можно так выразиться. Рядом сейчас возле вас пока я не вижу женщины для серьезных отношений. По крайней мере, как-то у некоторых из вас может проиграться, что как-то и не до личной жизни было. Кто-то не видит, ну, претенденток, что ли, на руку и сердце, так сказать, да. Смотрим, что же будет дальше в вашей личной жизни. Так. Вот знаете, будет какой-то период, еще вот период затишья некоторый, да, когда вам нужно будет побыть наедине с самим собой. Может быть, заняться просто любимым делом. Но вот я не вижу пока вашей какой-то такой стопроцентной готовности к отношениям. Вы очень сильный мужчина по жизни, и я думаю, что вас все равно вот это вот временное одиночество, оно вас особо не испугает. Да, оно вас огорчает, но чтобы испугать, напрягать, нет. Я думаю, вы даже вот как-то внутренне для себя решили, что если даже не получилось бы больше создать какой-то там семьи, отношений, да, то, в принципе, вы бы стойко вынесли и эту ситуацию, потому что связываться лишь бы с кем вы не будете. Но у вас все равно проигрывается дальше. Ваша темная полоса, она побелеет. Давайте-ка посмотрим, кто этому поспособствует. Что же будет у вас дальше в личной жизни? Так,
страхи почему-то, вот знаете, у кого-то это комплексы могут проигрываться, да. Вот и хочется, и колется. Плюс еще некоторые могут проигрываться, особенно вот кто из вас помоложе, да. Может быть, родители говорят, когда уже ты женишься, когда ты уже себе кого-то найдешь, да. Если внуков нет, то уже пора внуков нам рожать. Вот. Ну, как-то вот вам нашептывают еще, может быть, периодически. Так. Что будет дальше в личной жизни? Так, вот я бы сказала почему-то, вот почему-то я бы так сказала, не хочу никого вот пугать, что, знаете, вот еще какой-то период у вас, да, будет период затишья, это однозначно. Период, когда вы будете вот заниматься именно тем, чем вы хотите, вот чего душа требует, да. Мечтать, то, конечно, мечтать не вредно о чем-то возвышенном, о любви, да. Но смотрите, у вас будут у кого-то поездки, кто-то будет своими какими-то делами, заботами заниматься, у кого-то хобби будут. Вы настолько вот в ближайшее время погрузитесь в какие-то свои вот дела, что вам не то, что не попадется женщина, вам будет то ли некогда, то ли вы будете слишком уставший, да. А когда человек уставший, то единственное желание, да, прийти, упасть на кровать и просто уснуть, либо же просто полежать, отдохнуть. Вот будет какой-то очень и очень активный период, что вам будет, ну вот у каждого это будет свой период проигрываться, понятно. Вот вам будет хотеться просто отдохнуть. То ли работы у вас добавится, то ли вот этих каких-то, может быть, командировки, поездки. Вы будете много мотаться. Вот я бы сказала это так, да. Даже если мы не берем во внимание командировки, очень много каких-то дел. У кого-то, может быть, решение каких-то важных проблем появится. То есть самое ближайшее время, пока вы будете решать свои проблемы. Смотрим, что будет дальше, чуть попозже, да, в личной жизни. Что будет чуть попозже у вас. Так, а дальше у нас идет новое знакомство и новая любовь. Причем любовь, которая, вот знаете, она вас настолько как-то вот заденет, эта женщина, вот, ну, до глубины души просто. Вот она вам настолько понравится, что вы будете уже за эти, вот, как-то переключитесь, будете переживать за эти, за новые отношения, чтобы их не потерять. Вы теперь будете готовы мчаться к ней, вы будете ревновать, вы будете, может быть, даже ночами не спать и думать, что же такое сделать, какую бы приятность ей сделать, чтобы только ее не потерять. Вы будете бояться вот снова, что вам разобьют сердце. Поэтому вот у вас, как бы, знаете, новая такая вот, ну, своего рода, она, ну, не знаю, приятная, может, неприятная, новая проблема появится. Как построить отношения, чтобы не потерять эту женщину? Потому что, ну, уже очень сильно она вам понравится, очень хорошо вам будет с ней комфортно вместе, понимаете? Это будет вашей самой такой вот насущной проблемой. Вам от этого будет и тяжело, и приятно. То есть такие вот, знаете, двуликие какие-то отношения, вернее, ощущения. У некоторых, посмотрите, эти отношения могут привести даже к браку. Хоть вы пока вот будете встречаться, пока вы будете развивать вот эти все ваши любовные перипетии, так сказать, вы очень и очень испереживаетесь, потому что вы, несмотря на свою силу, оказывается, вы очень такой вот ранимый, впечатлительный товарищ, да. Несмотря на то, что вы сильный мужчина по жизни, вот перед этой женщиной вы как-то, знаете, вот как будто обмякнете, вот такой вот ручной пушистый станете. Сейчас, может быть, некоторые из вас посмеются, да, и скажут: да нет, да никогда, да чтобы я. Но я вам скажу,
мальчишки, когда вы влюбляетесь, я думаю, вы это знаете, когда человек влюбляется, то он меняется, ну, практически, может, на 180 градусов. Вы будете делать то, что раньше не делали, да. Вы будете стараться для любимой женщины сделать все. Ну, в конце концов, не мне вам это рассказывать. В принципе, вы уже раньше делали это для другой женщины, а это просто новое будет. То есть ваше, знаете, вот состояние, оно в чем-то повторится, когда вы снова влюбляетесь, снова вот какой-то драйв, да, когда снова вам хочется мчаться в любое время дня и ночи. Но опять же повторюсь, вы будете очень сильно переживать, чтобы построить эти отношения, да, вот вы будете переживать, чтобы, не дай бог, не разойтись, не упустить ее, чтобы ее никто не увел. Вот почему-то вот у вас вот такие вот своего рода страхи либо комплексы у вас присутствуют. Но я вас могу абсолютно уверить, что у вас все сложится, у вас и любовь, и семья даже выпала, да. Но здесь уже как ни крути, здесь уже, ну, не выдумаешь. Человек семейный, да, у некоторых даже дети могут проиграться с этой женщиной. Вы такой человек, знаете, вам вот семья, в принципе, важнее всего. Просто вы одну семью потеряли. Теперь у вас уже подсознательно опасения такие, чтобы не повторилась ситуация в этой новой семье, да. Это, в общем-то, тоже нормально. Вот если один человек вам сделал больно, да, вот, ну, женщина, бывшая в данном случае, если вам сделали больно, то вы будете уже опасаться повторения в других ситуациях, да, с другими партнерами. Всему нужно время, все лечится, да, время лечит, все это лечится, но для этого нужно время, очень-очень постепенно. Кто-то быстро излечивается, кто-то нет. Поэтому, ребята, можете не переживать, у вас будет все потрясающе, у вас все будет хорошо, у вас появится новая женщина, которую вы будете, ну, безумно бояться просто потерять, и с которой вы будете счастливы, несмотря ни на что. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!